Отзывы в Грузии, отзывы о грузинских компаниях, специалистах, гидах и ресторанах, где их смотреть и где писать. Но давайте начнем с того, что писать их и смотреть надо и обязательно перед тем, как идти куда-то в ресторан, нанимать какого-то гида, либо идти и планировать свой поход в какой-то развлекательный парк, либо куда-то еще. Почему? Потому что отзывы дают вам опыт других людей и опыт того, как вы можете сэкономить. Допустим, вы можете, опять же, я всегда, когда иду в какой-то ресторан, читаю отзывы внимательно, потому что там может быть где-то между этими отзывами может быть рекомендация какого-то блюда, либо какой-то лайфхак от этого ресторана, либо наоборот какие-нибудь неприятные моменты, которые гостей ожидали в этом ресторане. То же самое касаемо и гидов, то же самое касаемо и отелей, то же самое касаемо любых там магазинов, услуг, неважно, это сантехники, электрики, либо просто настройщики пианино. Почему отзывы важны, и для меня было удивительно, почему в Грузии так мало их пишут. Все предельно просто. Я опросил, поговорил с 20 коренными грузинами, то есть как бы с теми, кто живет в Грузии, никуда не переезжал, вот, да, и понял, что у грузинов нет желания писать Но, к сожалению, либо к счастью, российские, белорусские, украинские, израильские, узбекистанские, немецкие и другие путешественники очень и очень любят делать свой вывод, принятие своего решения, именно основываясь на отзывах других, потому что они и правильно делают. Гораздо проще учиться на опыте других людей, особенно когда сейчас этот опыт не только пишется текстом, а показывается в виде видеоотзывов, либо хотя бы фотографий. Мы уже четко понимаем, что одна картинка круче 1000 слов. И таракан в супе, или там таракан под столом может наглядно одна фотография сказать все о гигиене и о санитарной нормах этого ресторана. Либо какой-нибудь вид из окна, который вам обещали на море, будет чуть-чуть выходить на море, если вы высунете голову. И тогда вы увидите это самое море где-то там вдалеке за примерно 3 домами. И вот эта фотография может и должна показать вам реальное положение дел. Видеоотзывы куда круче и куда лучше. И поэтому сейчас, вот когда в Грузию приходит, действительно в Батуми приходит туристический бизнес, помимо TripAdvisor, помимо Google карт, помимо Яндекс карт, помимо каталога Мадлоба, можно отзывы писать, читать еще в профильных группах в Фейсбуке, ВКонтакте, на сайтах, что тоже немаловажно. Но давайте я вам сейчас поделюсь своим опытом и почему я не пишу заказные отзывы и почему я не рекомендую вам писать эти самые отзывы на заказ. Особенно это касается, не знаю, видеоблогеров, владельцев сайтов, порталов, справочников, социальных сетей и групп. Давайте на примере. Вот я на своем примере, который был у меня, я не буду ходить там далеко да около, я расскажу вам свою историю. История номер 1. Я списываюсь по Фейсбуку с одним человеком, и у него очень классные апартаменты, и мы списываемся с ним через Airbnb, потом я нахожу его в Фейсбуке, и мы начинаем с ним писаться. Мне было важно, чтобы у меня был в доме, где я снимаю, чтобы была большая ванна, чтобы она работала там, потому что очень часто ванна есть и джакузи есть, но она не работает. И важно, чтобы был камин, что то же самое, что бывает камин есть, но, к сожалению, по непонятным причинам этот камин сейчас не работает, потому что дымоход там, вот только вчера он там засорился, и поэтому, извините, камин не работает. Поэтому я решил уточнить все нюансы и потом заказать. Более того, я совершил самую большую ошибку. Я совершил ошибку, то есть он сказал, давайте я вам дам скидку на 3 дня, значительную скидку, а вы мне напишите отзыв. И я согласился, потому что фотографии, адекватный хозяин, все было хорошо, и я согласился, и я до сих пор жалею об этом решении. Я до сих пор жалею решений. Почему? Потому что, когда я согласился, я продал свое имя за, не знаю, там, за $80 скидки. То есть я продал свой отзыв, то есть я уже понимаю, что те люди, которые читали мои отзывы, будут, скажем так, я не хочу, я их обманываю. Как было на самом деле? Мы действительно пришли, все работало, но если оценивать этот
апартамент по шкале от 1 до 10, где 1 это ужасно, тараканы, стук в дверь там, да, и воняет в ванной, а 10 это превосходно, дворец, вернусь сюда еще, то я бы оценил это на 4. Даже не на 5, а на 4. Естественно, постельное белье, подушки, туалетная бумага, отсутствие туалетной бумаги, там, не знаю, душевые принадлежности, все было, вернее, отсутствовало. Оно отсутствовало как факт, и для меня это вызвало некое такое недопонимание, наверное, как бы, но при этом я же уже обещал и писал положительный отзыв. А если я обещал, то я держу слово. И моей семье, которая тогда путешествовала со мной, также не нравилось то, куда мы заселились. Нет, камин был, он работал. Душевая, вернее, ванна тоже была, она работала. Все было хорошо, но сама по себе атмосфера вот этого жилища, она была, ну, так себе. Там было неуютно. Там было, ну, давайте так, моменты, которые были, это двухспальная кровать и полуторная простынь на эту кровать. Ну, такое себе, да, или я вот чувствую, что наволочки не первой свежести. То есть на этих наволочках, ну, наверное, кто-то либо спал, либо они лежали около тех наволочек, кто на них спал. И вот когда ты живешь уже в классных апартаментах, у тебя уже есть с чем сравнивать, и есть что сравнивать. К чему я рассказываю эту долгую-долгую историю? Потому что я, вопреки всем, написал отзыв, потому что мое слово я обещал, я сделал. Хотя у меня было желание вернуть разницу этой скидки и написать то, что думаю. И здесь потом встречается у меня следующий отзыв, когда люди, отдыхающие, пишут какой-то негативный отзыв на отель, что в этом отеле были клопы, в этом отеле там клопы покусали детей, и тут же группа людей в Фейсбуке нападает на этих, скажем так, писателей отзыва и растирает их в пух и прах, просто делая то, что не потому, что там они не берут проблему, что там не было клопов, там не было то. Они говорят, вы гробите бизнес Грузии. Сейчас другие люди прочитают вас отзывы и не поедут в этот отель. А ничего, что другие отзывы, ну, скажем, другие люди прочитают этот отзыв, не поедут в этот отель, и отель задумается, как вывести клопов. Вот в чем вопрос. Вместо этого человек, который написал про этих самых клопов в отеле, обвиняет в том, что он прям рушит бизнес туристический в Грузии. Я недавно, год назад, хотел с семьей поехать в парк, не в парк, посмотреть цветение персиков. И опять, то есть, как бы, в чем задача? То есть, как бы, когда мы узнали ценник на цветение персиков, я понял, что это, наверное, меня спутали с каким-нибудь Арабскими Эмиратами или арабским шейхом, потому что, как бы, отдать в совокупности $1000 на 3-4 человек за день, чтобы посмотреть цветение персиков в саду, там, ну, правда, там стол, там, да, сыры, дегустация, вино, я не пью, я хочу просто посмотреть, ну, не суть. И я высказал свою точку зрения, видеоролик будет внизу, под этим видео, да, про цветение персиков, как мы не поехали. И опять на меня навалилась целая, не знаю, орда вот желающих обвинить меня в том, что я негодяй, который рушит рынок туризма в Грузии. Друзья мои, в каком месте? В каком месте, если я прихожу в какой-нибудь ресторан, и мне не нравится там обслуживание, мне не нравятся там туалеты, мне не нравится там, как вымыта посуда, мне не нравится, что блюда подают как называется, все вместе, а не по очереди, то я могу написать отзыв, то, что я думаю. У меня есть на это право, и у вас есть на это право. Почему вот сразу, понимаете, компания это не покойник, это о покойниках либо хорошо, либо никак. А компания, отзывы компании, они дают ей обратную связь, потому что очень часто руководитель даже не знает, что творится у него в компании. Он не знает, что, допустим, те управляющие его жильем, которое он сдает, они просто экономят на белье, экономят на туалетной бумаге, поэтому его пентхаус класса люкс – это обычная 6-комнатная квартира с камином и джакузи. А владелец ресторана, он не знает, что официанты нерасторопные, что они просто сидят, трещат в телефонах, общаются в Фейсбуке, потому что они думают, что, ну, а что нам напрягаться, если нам тут мало платят?
И действительно, а почему вам мало платят? Потому что вы не напрягаетесь. Ничего не напоминает. И вот эта вся история именно про это. Это вся история, что вот отзывы, которые вы будете писать, или которые вы будете читать о грузинских компаниях, о грузинских гидах, о магазинах, пишите их правдивыми, пишите их честными. И опять же, я именно поэтому согласился сотрудничать с каталогом Мадлоба, потому что меня заверили, что там не будет никаких покупных, негативных или там позитивных отзывов, и здесь не будет, то есть будет правдиво, и каждый отзыв будет проверяться. Это важно. Почему? Потому что если вы посмотрите мои профайлы в TripAdvisor, в Airbnb, в Google картах, то вы увидите там, что я очень активный путешественник и активно люблю писать отзывы. Второй момент, который я хотел обсудить, это обращение к моим коллегам, знакомым, друзьям или тем, кто собирается заказать отзывы либо продвижение своего ресурса, неважно там ресторана, гестхауса, либо услуг компании. Скажу честно, что, друзья мои, вы можете мне, конечно, заплатить, но будьте, я это всегда теперь повторяю, всегда это мое кредо, да? Но будьте уверены, что если даже вы мне заплатите, я приду к вам, чтобы написать свой отзыв, он не будет строго положительный. Вот, то есть он будет ровно такой, как я думаю. И знаете что? Это сразу отрезвляет и убирает огромное количество людей. Например, недавно мне позвонила одна владелица кафе ручного, там ручных сладостей, там все такое, и предложила сделать обзор и помочь ей с продвижением ее кафе, потому что сейчас сезон, все такое. Я ей четко заявил и сказал, что вы понимаете, что если мне не понравится там или моей группе не понравится там, если моей группе не понравится там что-то, то мы так и напишем. Если мы увидим муху в вашем мороженом, то мы так и напишем, что все хорошо, но просто в мухе было мороженое, а тарелочки были не мытые, а ложечки были с подтеками. А салфеточки были не белые, а, наверное, где-то взяты стыренные с Макдональдса. И сразу получил отказ. Почему? А знаете почему? Потому что для меня, если человек не хочет так, вот если я уверен в своих услугах, в товарах, то я говорю, конечно, приходите. Потому что я уверен, что у меня все хорошо. А теперь внимание. Неважно, сколько вам дали денег. Это будет $5, 5 лари, $50, $1000 или 30 копеек, разницы нет. Вам заплатили, и вы в этом случае обязаны написать хороший отзыв, даже если вам это не понравилось. Даже если вам что-то не устроило. То есть вы будете говорить и говорить, что типа там, ну я вот написал хороший отзыв, но вам надо исправить. Вывод, друзья мои, пишите только те отзывы, которые вы считаете несут ваше мнение. Вы можете быть неправы, вы можете ошибаться, вы можете быть, не знаю, там, предвзяты, но это ваше мнение, и вы можете его озвучить. Потому что когда вы продаете свой отзыв за, там, не знаю, 20 копеек или $20 или $200, разницы нет, вы продаете себя, и дальше ваши отзывы не будут нести никакой ценности от слова вообще. Приглашаем вас на каталог Мадлоба, где вы можете почитать, разместить свои отзывы о компаниях либо услугах в Грузии. Не забывайте ставить лайк, дизлайк этому видео. И если вам нужна помощь в написании, в составлении или в поиске компании, чтобы оставить на нее отзыв, напишите, наши менеджеры помогут вам, если это будет в их силах. Спасибо за внимание. Пора вам. Да.